Привет всем! Рада видеть вас на своем канале, и это будет базовое видео для тех, кто только учится вязать спицами. Я буду вязать самую простую сумочку клатч или сумочку чехол. Вообще я буду вязать чехол для планшета, но это может быть и сумка клатч именно на спицах. Для вязания возьму полиэфирный шнур карамель. Так, вот его характеристики. Ширина нити 5 мм, поэтому спицы, которые я буду использовать, тоже номер 5. Вот они. В качестве вспомогательного инструмента я возьму крючок, у меня это 4,5. Его номер не очень принципиален. Он нужен будет для набора петель на спицу. Итак, беру шнур, беру одну спицу и крючок. Набирать петли на спицу я буду с помощью крючка прямо от мотка. Поэтому хвостик здесь оставляем небольшой. Беру крючок и делаю вот такой поворот крючком на нитке. Дальше кладу спицу на эту нить, вот так, и подхватываю крючком рабочую нитку. Затем беру опять эту рабочую нитку, она идет от клубка. Вот она. Вставляю ее между спицей и крючком и увожу налево. Снова крючком подхватываю рабочую нитку и делаю вторую петлю. Смотрите, у меня получается 2 петли на спице, 1 петля на крючке. Таким образом мне нужно набрать 32 петли. Опять беру рабочую нитку, вставляю между спицей и крючком и увожу нить налево. Подхватываю, делаю третью петлю. Вставляю, увожу. Четвертая. Пятая. Шестая. И седьмая на крючке. Набираю таким образом 32 петли. Итак, набрала я на спицу 31 петлю, а на крючке осталась 32. Увожу опять нить за работу, вот так, и перекидываю 32 петлю на спицу. Подтягиваю. Пока крючок откладываю, он мне больше не понадобится. Итак, беру дальше вторую спицу. У меня это круговая спица, но можно использовать и самые обыкновенные спицы в 35 сантиметров. Первую петлю снимаю, вставляю правую спицу справа налево в петлю и снимаю первую петлю, это кромочная. Дальше завожу спицу, правую спицу слева направо в петлю, вот так. Подхватываю рабочую нить, которая идет от указательного пальца, и сбрасываю петли с левой спицы. Это петля лицевая. Итак, вставляю, провязываю. Лицевая. Опять лицевая. Вязать в этом узоре я буду только лицевыми, то есть буду вязать платочной вязкой. Первый ряд идет немножко трудно, потому что он не скользит по спице и довольно плотно у меня набран. Итак, вяжу все петли лицевые до конца ряда. Последнюю кромочную я тоже всегда провязываю лицевой. Вы можете провязывать кромочную так, как вы привыкли, но я вам все-таки рекомендую ее тоже провязывать лицевой, потому что лицевая меньше вытягивает саму петлю, ну и лицевую проще и удобнее сделать. А если нет разницы, то зачем вязать изнаночную там, где можно обойтись лицевой. Вяжу до конца ряда лицевыми петлями. Предпоследняя петля лицевая и последняя петля тоже лицевая. Разворачиваю изделие и перехожу ко второму ряду. Как я уже сказала, буду вязать платочной вязкой, это только лицевые петли. Здесь опять снимаю первую кромочную. Обратите внимание, как я ее снимаю. Я завожу спицу правую в петлю
справа налево. Вот так. И увожу нить за работу. Именно поэтому у меня не образуется вот здесь вот узелковая кромочная. Поэтому кромочная встает косичка. Если я сначала уведу нить за работу, видите, эта нить выворачивает петлю тогда, и сниму вот таким образом кромочную, то тогда кромочная у меня станет узелком. В данном изделии мне так не нужно. Возвращаю петлю и увожу нить за работу после снятия петли. И продолжаю второй ряд, опять все петли лицевые. То есть точно так же вставляю спицу слева направо, вот так. Подхватываю рабочую нить и делаю лицевую петлю. Второй ряд и все последующие ряды будут вязаться проще. Обратите внимание на хват. Я рабочую нить кладу на указательный палец левой руки. Все остальные пальцы у меня при этом создают натяжение нити. То есть именно они у меня натягивают эту нить. Если посмотреть вот с этой стороны, то это будет вот так. Существует множество способов натягивания нити, но именно благодаря тому, что нить натягивается остальными пальцами левой руки, и получается само вязание, и получается плотностью этого вязания. То есть вязать удобно, и при этом оно не расхлябистое. Если вы еще не обладаете нужной моторикой, то просто тренируйте вашу руку, тренируйте натягивать и следить за натяжением нити, за всеми остальными пальцами, чтобы они натягивали именно нить для вязания. Итак, вяжу все лицевые до конца ряда. Последнюю кромочную я тоже провязываю лицевой. Последняя кромочная, ее провязываю лицевой. Снова разворачиваю изделие и снова перехожу к следующему ряду. Опять снимаю первую кромочную. Здесь аксиома такая. Первую кромочную снимаем, последнюю провязываем лицевой. Снимаю справа налево, ввожу спицу, снимаю петлю и затем увожу нить за работу. Именно в таком порядке. И снова все петли лицевые. Ну и работаю такими рядами на нужную высоту. Высоту я провязала приблизительно 35 сантиметров. И на этом я пока остановлюсь. Одного мотка пряжи мне не хватило на данную сумочку, и я взяла второй моток. Второй моток у меня другого зеленого цвета. Смотрите, в какой момент нужно остановиться. Хвостик от начала вязания должен располагаться в левой руке. Теперь, если я считаю вот эти косички кромочные справа, их будет 45. И теперь я считаю кромочные косички слева. Их тоже будет 45. У вас их может быть какое-то свое число, но при этом должно быть одинаково. Дальше 45. Я нахожу середину 45, это 23. И отсчитываю 23 косички. Петлю на спице я не считаю. Беру маркер. Так. И точно так же с другой стороны. Опять петлю на спице не считаю, считаю только законченные косички. И на 23 вешаю маркер. Вот так. Дальше мне потребуется крючок. Беру и сбрасываю кромочную петлю со спицы и распускаю их до маркера. Вот она, петля с маркером. Так. Ее тоже распущу. Надо снять с нее тогда маркер. Так. И верну на нее маркер. Так, вот я распустила
до петли с маркером и распустила следующую петлю. Вот так. И теперь смотрите, что я делаю. Вставляю крючок в петлю с маркером, подхватываю одну распущенную петлю справа, протягиваю ее. Теперь подхватываю одну распущенную петлю слева, протягиваю ее, да? Теперь справа распускаю еще одну петлю. Я их здесь специально не все распустила. Подхватываю ее, протягиваю. Теперь слева подхватываю распущенную петлю, протягиваю. Опять распускаю справа одну петлю, подхватываю, протягиваю. Слева. И, в общем, работаю так, пока петли не закончатся. Распускаю по одной петле справа и подхватываю по одной уже распущенной петле слева. Тем самым сумочка моя сшивается очень красивым швом. Так. И вот у меня последняя петля. Здесь, смотрите, лишнего не распустите, видите? Следующие кромочные, это уже наборные кромочные, да? Вот она последняя петля, ее подхватываю. Затем последняя петля слева, ее подхватываю. Затем провязываю нить. Помните, мы сбросили здесь петлю кромочную, которая была как бы на спице, да? И вот что получается, вот таким вот способом. Смотрите, как красиво, как аккуратно соединяется боковая часть этой сумочки, да? Мне очень нравится. Дальше нужно то же самое проделать с другой стороны. У меня спица длинная, поэтому я просто приставляю спицу. Можно провязать этот ряд, если вы используете обычные прямые спицы, а не круговые. И здесь точно так же сбрасываю кромочные до той, которая отмечена маркером. Так. Вот она. Петля с маркером. Ее тоже нужно распустить. Давайте вот так сделаем. Вот. И теперь вставляю крючок в петлю с маркером и теперь начинаю. Подхватываю одну петлю слева, провязываю, одну петлю справа, провязываю, опять слева, ее нужно распустить, потому что слева еще не распущены петли, и одну петлю справа, слева, справа. Работаю так до конца ряда, пока кромочная не закончится. Так, подхожу я к завершению этого шва. У меня слева остаются 2 петли, 1, 2, одну петлю через другую, подхватываю петлю справа, и вот она, самая последняя будет петля. Вот посмотрите, как она выглядит. Дальше уже опять пойдут кромочные от наборного края. Подхватываю последнюю петлю и дальше справа у меня 1 и 2. И последнюю самую петлю я возвращаю на спицу. Так, теперь смотрите, что у нас получилось. Так, здесь нужно вернуть спицу. Писать мы будем вот от этого края. Вот он шов с одной стороны. И вот он шов с другой стороны. И
Дальше я свяжу еще клапан, который вот так вот согну, но здесь, наверное, в половину вот этого вязаного полотна. Для клапана в высоту я связала приблизительно 10,5. Смотрите, располагаю дальше изделие вот так, карманом к себе. Один хвостик справа, другой хвостик тоже справа. Теперь, если посчитать кромочные справа, у меня их очень легко считать. Я считаю только кромочные темно-синего цвета. То есть это первая кромочная, которая выходит из соединительных кромочных. И у меня они как раз выделены другим цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь 12 темно-зеленых кромочных. А с другой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. С другой стороны 11. И вот теперь я буду закрывать. Беру крючок и закрываю с помощью крючка. Вставляю крючок в одну кромочную. Увожу нить за работу. Дальше вставляю крючок как спицу и провязываю петлю лицевой. Вытаскиваю петлю побольше. Еще раз. И одну петлю вставляю в другую. Опять. Провязываю как лицевую и одну петлю вставляю в другую. Работаю так до конца ряда. Вот как получается закрытый край, тоже косичкой, то есть со всех сторон наборный край косичкой, боковой край тоже косичкой и закрытый край тоже получается косичкой. Последние петли, предпоследняя петля, закрываю ее, и последняя петля, ее тоже провязываю лицевой и одну петлю через другую. Отрезаю последнюю петлю, вытаскиваю нить и заплавляю с помощью зажигалки. Вот так. Дальше беру опять крючок и прячу хвостик в рядах. Для застежки я буду использовать самую простую магнитную кнопку, которую очень легко пришить вот за эти усики. Пришиваю кнопку обычными нитками, большую часть на сумку, а более плоскую часть на клапан. Вот так. Вот такой простой клатч получился у меня. Его ширина приблизительно 24, а высота где-то 17 сантиметров. Боковая часть клапана выглядит вот так. Посмотрите, какая красивая коса. Не перестаю ей восхищаться. С другой стороны все симметрично, все ровно. Он плоский, открывается, закрывается. Сюда можно положить планшет. Я вообще делала чехол для планшета. Да? От второго мотка пряжи осталась, наверное, половина. Если вам понравилось это видео, не забывайте про лайки, подписку на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мастер-классы. У меня на канале вообще очень много бесплатных и доступных мастер-классов по вязанию и спицами, и крючком. Если что-то было непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.